Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать красивейшую изящную блузу вот таким ажурным вертикальным узором в виде листиков таких интересных. Очень простым узором связана данная модель, и я думаю, что подойдет она по своей структуре, в принципе, на все возраста ее можно связать и на любой размер. Вертикальное, как вы знаете, направление узоров – это стройнит, вытягивает фигуру визуально. Поэтому я думаю, что это еще и, в общем-то, вот такой приятный бонус к данному узору, да? Связана она классическим вариантом. Выкройка у нас будет классическая, с окатом. Вот. И, в общем-то, с окатом. Вы поймете, в общем, там такое все упрощенное. Девочки, в принципе, можно сказать, что и девочки, не имеющие особого опыта, свяжут такой узорчик, он несложный, и свяжут по такой выкройке, которую нам предлагает дизайнер. Вот, в принципе, тоже не будет проблем, я думаю, в вязании. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Итак, давайте сейчас посмотрим пряжу, которую мы с вами выбираем для данной кофточки. Вот, и далее по порядочку схема, выкройка, мои расчеты. Составлять будем сегодня описание на много размеров. Вот, я буду подробно вам рассказывать, как расположить узоры. Связать можно данную кофточку, данную блузочку в круговую, то есть на круговых спицах, кто так любит. Вот, поэтому, думаю, здесь много вариантов. Обо всем я об этом буду говорить во второй части видео, когда мы свяжем образец, сделаем расчет плотности и приступим уже конкретно к детальным расчетам и составлению инструкции по вязанию. Как всегда, эта инструкция будет выложена под видео для вашего удобства, но все нюансы, все тонкости я буду проговаривать непосредственно в мастер-классе. Поэтому всем, кому интересна модель, смотрим мастер-класс внимательно и до конца. Итак, выбор пряжи. Для вязания этой красивой блузы я выбрала пряжу Alize Cotton Gold Hobby. Здесь у нас моточек по 50 грамм, состав 55% хлопок, 45 акрил, цвет 40, такой голубой, и 50 грамм, 165 метров. Спицы я использую 3,5. Выглядит наш узор, здесь два раппорта, вот таким образом, девочки. Очень интересный такой узор, листочками необычными. Я такой еще у своем на канале, в всяком случае, не предлагала ни в одной модельке. Поэтому всем, кому понравился узорчик, оставимся на канале, смотрим дальше мастер-класс. Сейчас посмотрим схему этого узора. Она всего 6 рядов, девочки. Так что я думаю, что девочкам, не имеющим достаточно опыта, вполне под силу данный узор. Вот так выглядит у нас с вами, девочки, схема нашего узора. И я сейчас вам поясню. Смотрите, у нас раппорт узора составляет 6 рядов. Начинать мы будем вязать с первого ряда, это первый раз, да, затем будем каждый раз повторять с 3 по 8 ряд. То есть это 6 рядов, девочки. Вот, вяжем мы с вами на схеме и лицевые, и изнаночные ряды. Я буду внимательно, следите, пожалуйста, за моими объяснениями. Здесь важно не упустить момент в изнаночных рядах, где правильно сделать 2 вместе изнаночные провязать. А так, в принципе, очень простая схема. 15 петель у нас раппортик. И вот так выглядит наша выкройка. Посмотрите.
Видите, да, про что я говорила? Окат вот такой своеобразный, упрощенный, да, пройма, видите, квадратная, да. В общем, вот по этой причине, как бы, да, я буду вам рассказывать по данной выкройке, составлять инструкцию, но вы вправе сделать окат полноценный, нормальный для себя. То есть здесь, пожалуйста, это все по вашему вкусу, по вашему предпочтению. Главная схема, да, девочки, и главное, что вот такие-то, в принципе, размеры. Размеры здесь я беру совсем другие. 42 это, я не знаю, ширина спинки, это на какой размер. Затрудняюсь я поверить, что это на 42-й. Это, наверное, вообще 40-й размер, в принципе. У нас будут нормальные российские размеры. Я их озвучу сейчас. Давайте посмотрим эту инструкцию. Пожалуйста. 42, 44, 46, 48 размер, 52, 54. 50 размер выпал, потому что не получается четко, знаете, девочки, там не получается раппорт расположить вот так четко. Но всегда ведь можно подкорректировать, например, добавить лицевую либо изнаночную гладь, да, справа и слева одинаково, симметрично. После 40, вязать как 48-й, но петельки, ширину спинки и переда, в принципе, всегда можно расширить, правильно? Вот. Все это будет под видео выложено, вот это описание. Я сейчас об этом говорить, девочки, не стану. Все подробности по вязанию узора сразу же после моих вот этих вот объяснений. Итак, приступаем к вязанию узора. Итак, для вязания образца я буду вязать 2 раппорта подряд по 15 петель. Это 30 петель набираю и 2 кромочные. То есть всего я набрала 32 петли. И первые 2 ряда у нас так называемые вспомогательные ряды идут. Затем в раппорте они не будут участвовать. Смотрите, девочки, вяжем 7 лицевых. Первый раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Изнаночная по центру и снова 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали первый раппорт узора. Второй раппорт повторяем также, девочки. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем идет изнаночная и снова 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Второй ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем с вами третий ряд по схеме. Значит так. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Накид. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Связали первый раппорт узора. Точно так же вяжем второй раппорт. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Вяжем четвертый ряд, девочки. Схему будем читать слева направо. То есть
наоборот, не так, как мы с вами вяжем в лицевом ряду. Изнаночный ряд у нас начинается раппорт с 3 изнаночных. Вяжем 1, 2, 3. Затем вяжем 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку. Все. Затем вяжем 2 изнаночные, лицевая, снова 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку и 3 изнаночные. 1, 2, 3. Связали раппорт узора номер 1 раппорт. Теперь второй раппорт вяжем 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку, 2 изнаночные, лицевая, снова 2 изнаночные, опять 2 вместе изнаночные, только теперь за переднюю стеночку, 3 изнаночные. Связали раппорт 4-го ряда. Связали. Переходим к 5-му ряду, девочки. 5-й ряд. Это лицевой ряд. Вяжем 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, изнаночный по центру, снова накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Связали первый раппорт, второй раппорт повторяем. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, изнаночный по центру, снова накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Второй раппорт связали. 6-й ряд вяжем. Это изнаночный ряд. Переворачиваем наше вязание. Вяжем. Первая идет изнаночная, затем 2 вместе изнаночные за задние стеночки. Затем идут у нас с вами изнаночные петельки. Считаем 1, 2, 3, 4 изнаночные, лицевая, опять 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4 и 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, изнаночная. Связали раппорт узора 6-го ряда. Повторяем такой же раппорт. Изнаночная, 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку, затем вяжем 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, по центру лицевая, опять 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, изнаночная, кромочная, изнаночная. Связали. Теперь у нас с вами идет 7-й ряд. Вяжем с вами 7-й ряд, девочки. Вот смотрите, раппорт узора у нас следующий. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали первый раппорт узора. Второй раппорт также вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая, по центру изнаночная, снова лицевая, накид, лицевая, накид, 2 лицевые
2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная, изнаночная. И последний у нас ряд в раппорте, 8 ряд. Вяжем. Вяжем, в принципе, как смотрят петли. То есть у нас получается изнаночная, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изнаночных, лицевая и снова 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Такой же второй раппорт вяжем 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По центру лицевая и снова 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кромочная, изнаночная. Связали полностью раппорт узора. Девочки, теперь надо нам связать этот раппорт, повторить несколько раз, да, вот, чтобы измерить плотность. Потренируйтесь самостоятельно связать. Очень простой узор, как вы видели, да, раппортик совсем коротенький. Повтор раппорта у вас начинается с 3-го ряда, да, вы поняли, вот я выделила скобочка с 3-го ряда. Вот, в общем, я думаю, что вы не ошибетесь, мои хорошие. Все, повторяем раппорт. Делаем влажную тепловую обработочку горячим паром, девочки. Вот так обдаем наш связанный образец и тянем его в разные стороны энергично. Обращаем при этом внимание на кромочные. Их надо также распрямить, поскольку они у нас будут принимать участие в дальнейших расчетах. Плотность будем считать с учетом всех задействованных петель. Так, теперь мы оставляем в таком расправленном состоянии сохнуть наш образец. Давайте теперь измеряем ширину нашего образца. Получилось 15,5 сантиметров. И мы набирали 32 петли. 32 поделить на 15,5 получается 2. Я записываю, что плотность у нас по горизонтали в 1 сантиметре 2 петли. Теперь по вертикали измеряем. Так. У нас неровный край здесь, поэтому мы будем 14 у меня получается сантиметров по широкой, по длинной части, да, 14 сантиметров. Теперь считаем, сколько раппортов связано, чтобы посчитать ряды. 5 раппортов у меня связаны, девочки, по... Сколько рядов у нас раппорт? Вот здесь стоит 1, 3, 5. То есть у нас с вами раппорт составляет всего 6 рядов, да? 5 на 6 умножить на 6. Это будет 30 рядов. Плюс 2 ряда мы вязали дополнительных. То есть у нас с вами сейчас 32 ряда связано. И мы делим на 14 сантиметров получилось. Получается плотность по вертикали 2,28. Округляем 2,3. Запишем. В 1 сантиметре 2,3 ряда. Сейчас эти цифры давайте будем учитывать при расчете вот по выкройке. Итак, мои хорошие, у нас с вами вот такая будет выкройка присутствовать. Я, значит, сделала размерчики рассмотреть 42-44. У нас будет размерчик 46-48 размерчик и 52-54 получается здесь размер, ширина 61 сантиметр. Так, спинка перед одинаково вяжется снизу вверх, да. Вот такие у нас все тут такое не закругленное, а квадратная пройма, квадратный окат, видите.
Но ничего страшного, все равно будет красиво, я знаю. Я видела такие модели часто, ну и вы видите на фотографии, в принципе, ничего страшного. Давайте теперь с вами я скажу кратко, как вязать, да. Описание под видео вы и так прочитаете на все эти размеры. Там довольно подробно, последовательно написаны ваши операции, какие вам надо будет вязать. А сейчас просто для, скажем так, беглое ознакомление. У нас с вами 46 сантиметров первый размер, ширина спинки, умножаем на нашу плотность, которую мы с вами по горизонтали получили, 2. 46 на 2, получаем 92 петли. В нашем раппорте участвует 15 петель, 92 поделить на 15, 6 целых раппортов, плюс 2 кромочные, девочки, получается 92 петли. И далее я прибавляла по одному раппорту, то есть у меня 7 раппортов, это получилось 107 петель, то есть 105 петель задействовано в узоре, плюс 2 кромочные. Давайте посчитаем. 7 на 15. 105 плюс 2 кромочные, 107, да? И третий размер, где у нас ширина спинки получилась 61 сантиметр, у меня 122 петли, то есть также мы делим на 15 петель, это 8 раппортов плюс 2 кромочные. Понятно, да? То есть вяжется согласно вот этим вот моим расчетам, то есть 6 первый размер раппортов, второй размер 7 раппортов, третий 8 раппортов. Можете вязать в круговую, девочки, исключив кромочные, да, тоже такой вариант приемлем. Здесь все четко по раппортам получается, да. Так, и на высоте 42 сантиметра от края, от начала вязания, здесь ни планки, ничего нет, да, у нас с вами, сразу говорю, переводим все вертикальные размеры в ряды. Для этого мы с вами определили вертикальную плотность в 1 сантиметре 2,3 ряда. То есть все сантиметры умножаем на 2,3. 42 сантиметра на 2,3 это будет 96 рядов. Обязательно учитывайте это в своем вязании. Вертикальную плотность нельзя игнорировать. После стирки ваше изделие так вытянется, что станет, в принципе, даже бывает, что непригодные люди перевязывают. Чтобы исключить эту ошибку, пожалуйста, вяжите рядами. Ряды легко перевести в раппорты. Смотрите, 96 поделить на число петель, число рядов у нас с вами 6. Правильно, в раппорте поделить на 6, то есть вам надо будет связать 16 раппортов подряд. Вот 16 раппортов связали высоту, и далее делаете пройму. Девочки, для удобства я сделала 7 петель пройму закрывать одним махом, мы их закрываем, ничего не закругляем. Но можете закруглить, можете закруглить. Ну вот у нас вот так, 7 петель. Сразу закрою. Почему 7? Объясню, смотрите. У нас с вами раппорт условно можно поделить пополам. И чтобы безболезненно не было у нас вот этих вот, видите, здесь накид, 2 вместе, опять накид, 2 вместе. Чтобы вот этого исключить, да, давайте с вами будем вязать, начиная, то есть одну часть раппорта полностью исключаем, чтобы нам не путаться с этими накидами и 2 вместе лицевой, да, понимаете мою мысль? Поэтому по 7 петель у нас во всех раппортах. Немножко спущенный рукав будет, возможно, получаться, но это не будет портить вещь. Это же летняя, свободного кроя блузочка. Так, то есть я вот так решила вопрос. Если у вас есть другие какие-то вещи, вас не смущает вот это вот, допустим, у вас большой опыт, да, вы можете, пожалуйста, сделать 10. Вообще, по сути, здесь обычно 10 делается, там, 12 петель. А здесь такая вот упраздненная, скажем, система. На вырез горловины я посчитала, вот здесь у нас стоит по выкройке 22 сантиметра, то есть я умножила на плотность 2 и получил 44 петли. Вырез горловины на второй размер 45, на третий 46 петель сделала. Все это учтено в описании. Посмотрите. Все, что осталось, это петли плеч. Закрываем их на определенной высоте. Также не игнорируем вертикальную плотность. Все эти высоты по выкройке
под себя скорректируйте, поскольку, девочки, рост у нас у всех разный, предпочтения разные. Кто-то хочет укороченную блузочку, кто-то хочет длинный топик, какой-то там удлиненный вариант, типа туники, да. То есть здесь нужно индивидуально подходить вот к этим мерочкам всем по вертикали. Так, и что касается рукавчика, по низу на все размеры 62 петли, это 4 раппорта плюс 2 кромочные, и вяжем скос. Скос рукава у нас идет справа, слева по одной петле. Вот смотрите, у меня на первый размер получилось 3 петли по каждому скосу прибавлять, на второй 5 петель, на третий 7 петель. Высота скоса составит 70 рядов, то есть я 30 наших сантиметров по выкройке перевела в ряды. Смотрите, эти 30 сантиметров скорректируйте под себя. Возможно, вы хотите короткий рукав, да? Для короткого рукава нужны другие мерки, да? То есть вот эту вот величину также под себя. Знаете, как посчитать скос? Я вам сейчас кратко скажу. Вот эти ряды, то есть, предположим, у вас здесь 20 сантиметров, не 30, а 20 сантиметров, короткий рукав, да? Вы 20 сантиметров умножаете на плотность по вертикали, 2,3 в нашем случае. Это 46 рядов, да? 46 рядов. Далее, смотрите, поверху у нас идет с вами 68, вот смотрите, 34 сантиметра на маленький размер, на самый. Вот здесь 5, 24 и 5, да, я все сложил, 34 умножил на плотность по горизонтали 2, получилось 34 на 2, 68 петель. 68 отнять 62, всего 6 петель надо прибавить. У нас 2 скоса, на каждый скос приходится по 3 петли, да. И если у нас 20 сантиметров скос, 46 рядов, это равно 46 делим на 3. 46 поделить на 3, получается в каждом 15 ряду прибавка. Понимаете логику, да? Также вы любую длину пересчитаете. У меня получилось в каждом 23-м, если 30 сантиметров брать длину рукава, то в каждом 23-м ряду, здесь я не помню, 70 на 5, по-моему, в каждом 14-м, что ли, 70 поделить на 5, в каждом 14-м ряду и 70 устно поделить на 7, в каждом 10-м ряду на 3-й размер. Но это все так, знаете, все правильно посчитано. Получается здесь 68, 72 петли и 76 петель у нас в самой широкой части рукава. А затем для оката мы одним махом закрываем по 10 петель справа и слева. Вот такая квадратная у нас, квадратный окат, да. Через 7 сантиметров мы закрываем все оставшиеся петли. Понятно. Все это в описании будет. Вот такая упраздненная, скажем так, выкроечка и очень легкое вязание. Вы, конечно, можете классическим вариантом связать, то есть не руководствоваться такой упрощенным вариантом выкройки, сделать как обычный окат, у нас там все красиво, все в классике, да. Можете вот по этому варианту. Описание, еще раз говорю, под видео на все размеры. Думаю, вам все стало понятно. В принципе, очень легкий джемпер, блузочка очень легенькая. Собственно, желаю вам удачи, мои хорошие. Связать вам эту блузочку будет, я думаю, несложно. До новых встреч!